Сегодня на американской военной базе Форт Карсон в штате Колорадо слышна русская речь. Впервые со времен Второй мировой войны русские и американские десантники выполняют общую боевую задачу, пока учебную. 22 бойца ВДВ России, столько же спецназовцев США вместе должны отразить условную атаку международных террористов. Евгений Зубков о том, как голубые и зеленые береты учатся воевать против общего врага. Меня зовут Уилл. Главному герою культовой киносаги Джону Рэмбо, наверное, даже в самом жутком кошмаре не могло присниться, что он будет жить бок о бок с десантниками из Подмосковья. Но современные зеленые береты на военной базе Форт Карсон в штате Колорадо даже рады такому знакомству. Сегодня поистине знаменательный день. Мы начинаем совместные военные учения с воздушно-десантными войсками. К отрогам скалистых гор приехали 22 российских бойца, разместились вместе с американцами в казарме, больше напоминающей пятизвездочный отель. Хорошая мебель, бытовая техника, всюду кондиционеры и кофемашины. Общий язык нашли быстро, получая обмундирование, по ходу попрактиковались в английском. Дружно по-армейски сходили на обед. Столовая в духе ресторанов системы «Все включено» за $5 богатый шведский стол. На первый взгляд не служба, а рай. Местное меню, впрочем, десантников разочаровало. У американцев нет привычного для россиян первого, а никакое мороженое с фруктами и газировкой щей, как ни крути, не заменит. После приема пищи отдых, а затем построение теории и практика и напутственные речи. Наступило время объединить усилия и накопленный боевой опыт для устранения угроз мирному развитию наших государств. Совместное учение является началом реального, не на словах, а на деле сотрудничества в целях борьбы с международным терроризмом. Теперь у России и США есть общий враг, и задача военных – отработка эффективных навыков борьбы с ним. Сейчас ВДВшники перенимают опыт американцев, а через год те отправятся в Россию с ответным визитом. Пока же наши изучают в гостях тактические приемы, средства связи и привычное для зеленых беретов вооружение. Ну и, само собой, подрывное дело. Иностранных инструкторов, кстати, поразило, с какой легкостью десантники освоили вроде бы непривычные для них штурмовые винтовки М4 и пистолеты Беретта. С этим же арсеналом россияне показали высокий класс на полигоне, блестяще отстреляв по движущимся мишеням. В ходе неформального соревнования максимальное количество баллов, 83 из 100 возможных, с первой же попытки выбил гвардии сержант Зорик Цыдыпов. Боевые навыки отрабатывают вместе. Это главная задача учений в ходе так называемой активной фазы, которая стартовала сегодня. Двум группам, российской и американской, важно показать, насколько слаженно сообща они умеют действовать. Учебная спецоперация включает в себя десантирование в горах, разведку, действия по захвату и уничтожению баз террористов. В идеале все должно пройти без сучка, без задоринки. Помимо практического значения, учения носят и символический характер. Военные двух стран говорят, что командировка в Форт Карсон должна наладить взаимопонимание между солдатами, на случай, если им в будущем придется совместно отражать какие-либо угрозы. Евгений Зубков, Александр Двинянинов, телекомпания НТВ.